Доброго дня! Сегодня я поведаю вам о фильме «Территория невинности». В начале фильма Тиндара рассказывает, что он был вором, но за это могут легко повесить или лишить достоинства, поэтому он выбрал профессию художника. Ему нравится рисовать животных, монашек, ангелочков и их попки. Но вскоре все изменилось, и в Италию пришла чума. Он рассказывает про Лоренцо, который проиграл в карты Джербино и убегает от него. Тот хочет его поймать, но Лоренцо лихо от него уходит и говорит, что он не достанет его. Лоренцо влюблен в Помпинею. Она богатая, но не избалованная, а просто разборчивая девушка. Лоренцо встречает его друзья и говорят, что его дом окружил Джербино, и он уезжает из города. После Тиндаро узнает, что его священник уснул вечным сном и понимает, что денег он не получит. Он начал постоянно слышать голоса в голове, и ему приходит идея стать священником, ведь они все себе захапали – деньги, власть и, главное, красивых монашек. Позже показывает Джербино. Тиндаро говорит, что он с виду жеребец, но ходят слухи, что его меч в штанах давно заржавел. Родители Помпинеи умерли, и она вынуждена выйти замуж за русского графа Дзержинского. Джербино говорит, что отец перед смертью дал согласие на то, чтобы Помпинея вышла замуж за Джербино. Позже Лоренцо скачет на лошади от охраны Джербино. Он встречает работника, и тот смешно рассказывает ему, что везет труп из монастыря, который называется «Кровоточащее сердце». Он говорит, что главный секрет этого садовника был в том, что он был глух и нем. Лоренцо скрывается на дереве от бандитов, но после падает и теряет сознание. Его находят 3 монахини. Они называют его ангелом, который послан с небес. После они приносят его в монастырь. Они обсуждают его и любуются им, говоря, какие красивые у него губы и волосы. Одна монахиня предлагает раздеть его, чтобы посмотреть, нет ли на нем ран. Она поднимает рубашку и целует его в живот, а после предлагает в губы. Лоренцо все это замечает, но молчит. Когда приходит их мать, они говорят, что, похоже, он глухонемой, и та радуется, что у них появится новый садовник. Она предлагает отправить его в парную. Монахини заходят к Лоренцо и далее занимаются любовью. Позже Помпинея предлагает своим подругам прийти на ее венчание. Филомена хвастается своей невинностью, а Алиса говорит, что не все здесь настолько невинны, какими кажутся. Они говорят, что Помпинея влюблена в Лоренцо, и это слышит Джербино. Он угрожает его друзьям, и это слышит Тиндаро. Ему снова приходят голоса в голову, и он просит Джербино покинуть святое место. Тот хочет его наказать за грубость, но Тиндаро спрашивает, когда он последний раз исповедовался. Тиндаро в шоке от того, что только что сказал, и решает стать священником. После Филомена находит их карету, чтобы отвезти их на свадьбу. Элиса спрашивает, кто это, и Филомена говорит, что это ее дядюшка Бруно. Он глуп, но главное, что он до сих пор невинен. Бруно говорит, что бережет себя как зеница ока. В этот момент Элиса говорит, что Тиндаро будет их священником. После показывает Помпинею. Она прибыла в монастырь, чтобы сохранить свою невинность, но еще не знает, среди кого она находится. В этот момент приезжает граф Дзержинский. Он представляется Джербино и думает, что он отец Помпинеи. Джербино грубо его приветствует и говорит, что он будущий муж Помпинеи. Граф спрашивает, что это за мудак с лицом собаки. Они угрожают друг другу, и граф вынужден удалиться из замка. Его встречает пастырь и говорит, что Помпинея будет ждать его в загородной вилле, и передает ему письмо от нее. После другие 2 монахини приходят к Лоренцо и просят его, чтобы он дал им то, что дал и другим монахиням. Они начинают раздеваться, и Лоренцо радостно кивает. В это время Тиндаро едет с Бруно. Он говорит, что тот часто портит воздух, а Филомена постоянно хвалится за свою невинность, и она снова начинает это делать. Она рассказывает про своего друга Дионео, который якобы тоже невинен. Но Тиндаро говорит, что его просто разрывает от похоти. Филомена говорит, что постель у них только после свадьбы, и Дионео соглашается. Позже Дионео и его друг замечают 2 девиц, которые манят их. Он говорит, чтобы его друг попросил, чего они хотят. И тот странно себя ведет. Они предлагают им напиться молока и наесться хлеба. Парни бегут за девушками в амбар. Там девушки показывают им корову и говорят, что вот ваше молоко. Дионео просит их показать, как ее доить, и те делают это максимально возбуждающе. Девушки говорят, что хотели бы, чтобы эта штука была потверже, но уже поздно, и молоко сейчас прольется. Филомена слышит из сарая возгласы парней и девушек. Она заходит и видит, как парни просто трутся с девушками друг об друга, и Дионео кричит «Сиона». В этот день монахини вместе с Помпинеей приходят к Лоренцо, чтобы долить ему воды. Но когда это делает Помпинея, она выливает воду ему на голову и говорит, чтобы он утонул здесь. Позже отец Тиндаро решает покинуть Филомену. Он дает ей совет, что целованные губы не теряют своей свежести, и уходит в паломничество. Этой ночью Дионео снится Сиона. Она приходит к нему во сне, и Филомена замечает, что он дергается, называя ее имя. Она выливает на него воду и называет его извращенцем. На следующий день Помпинея приходит к Лоренцо. Она завязывает ему глаза, целует его и говорит, что он ей снится.
Позже Диане уходит в лес от Филомены. Та его находит, легко целует, говоря, что скоро он получит от нее то, что хочет. А после она целует его снова и снова, но в какой-то момент Дионео начинает дергаться, и Филомена спрашивает, что с ним. Но тот говорит, что все в порядке. Их встречают бандиты и ведут в плен. В этот вечер к девушкам приходит их главарь и говорит, что приглашает их поработать в Тунисе. Это старая профессия, которая требует от девушек горизонтального положения. Элиса говорит, что он довольно красив и страстен. Она предлагает решить этот вопрос по-хитрому и идет в палату к главарю. Она начинает для него танцевать, говоря, что хочет отдать свою жемчужину Диану и ее Юпитеру, но пока еще не нашла такого. После она возвращается и говорит, что было скучно. Он хотел, чтобы она просто станцевала для него. Девушки решают хитро выкрасть ключ у бандитов и заставляют их снять штаны, чтобы проверить, у кого самый большой дружок. После начинается заваруха, и девушки сбегают. Их встречает главарь, но его вырубает Бруно. На следующий день Помпинея рассказывает матери, что слышала, как Лоренцо пел в саду, и у него очень приятный голос. Она решает покинуть монастырь, потому что ревнует Лоренцо. Мать-монахинь приходит к спящему Лоренцо и говорит на ухо, что пришел мясник лишить его языка. Тот вскакивает и просит прощения. После он говорит, что пришел на вождение, и теперь он может говорить, но она прогоняет его из монастыря. В этот день граф Дзержинский, убежав от людей Джербина, приходит напиться к водопаду. Он замечает в воде плавающую Элису. Он удивлен и пытается понять, не волшебница ли она. Та говорит, что она дух этой заводи и держит путь на свадьбу. Граф Дзержинский официально представляется, снова называя полностью свое имя и чей он сын, и говорит, что если она Помпинея, то это будет чудо, ведь она самая прекрасная девушка на свете. Та говорит, что она Помпинея, и она наконец нашла своего Юпитера, которому отдаст свою Диану. Она выходит из воды, и они целуются. После Помпинея проезжает монастырь и встречает Лоренцо. Она говорит, что едет на свою свадьбу, и Лоренцо решает отправиться с ней. В этот момент отец Тиндара подходит к монастырю и говорит, что настоятельница этого монастыря – женщина несравнимой похоти и страсти. Он встречает ее в монастыре и говорит, что пришел служить и молиться. Та заводит его в парную и предлагает почупахаться. Позже Лоренцо беседует с Помпинеей и говорит, что влюблен в одну девушку, которая его поцеловала и не может ее забыть. Когда они гуляют, Помпинея предлагает освежить его память, но приезжает Джербина и нападает на Лоренцо. Помпинея говорит, что если он его ранит, то она никогда не выйдет за него. После она предлагает условие, что она выйдет за него замуж только в том случае, если он отпустит Лоренцо. Джербина соглашается и говорит, что скоро они будут венчаться. В этот момент отец Тиндара приходит в замок. Люди Джербины удивляются, ведь их послали искать священника, но Тиндара говорит, что это воля Божья. После Помпинея раскаивается перед Тиндара и просит его потянуть время перед венчанием. В это время Лоренцо уходит с охраной в лес. Джербина проходит тот же ритуал, и Тиндара задает ему странные вопросы. После Лоренцо говорят, что Джербина приказал его убить, но они отпускают его. Вначале он им верит, но позже вырубает обоих. Он встречает графа Дзержинского, который тоже направляется к Помпинеи. В это время отец Тиндара максимально тянет время венчания. Он спрашивает, помылись ли они перед венчанием. Помпинея отвечает «да». А Тиндара замечает у Джербина грязь под ногтями и отказывается проводить ритуал, пока тот не помоет руки. После он медленно наливает вино в бокал и пробует его, говоря, что оно так себе, но для ритуала пойдет. Джербина угрожает Тиндара, и тот говорит, что все, он их уже обвенчал. В этот момент приезжает граф Дзержинский и стреляет в Джербина. Также прибегает Лоренцо и уводит Помпинею. Граф и Джербина сражаются, но их останавливает Лоренцо, у которого незакончено дело Джербина. Граф говорит, что если он убьет Джербина, то он вынужден будет убить Лоренцо, и тот предлагает кинуть монетку. Выигрывает Лоренцо, и Джербина боится подниматься к колодцу, но его подгоняет граф. Они сражаются, и Лоренцо предлагает ему выбор. Если он спустится, то его проткнет граф. Если он нападет на Лоренцо, то он тоже его проткнет. Но он может прыгнуть в глубокий колодец и, возможно, выживет. Джербина нападает на Лоренцо и падает в колодец. Граф хвалит Лоренцо, но чуть не сталкивает его в колодец. После приходит Помпинея, и граф просит у нее руки и сердца. Помпинея отказывает, но граф говорит, что она не Помпинея, и в этот момент появляется Элиса, которую он любит больше всех. Помпинея бежит за Лоренцо и целует его, а тот вспоминает, кто его поцеловал. После идет венчание, и все целуются. Отец Тиндара говорит к черту все это и говорит, что он возвращается в монастырь, где его ждет ангелочек, на котором он оставил свою роспись. И фильм заканчивается. Прошу поставить лайк, подписаться и написать свои мысли в комментарии. Рекомендую также эти два ролика и желаю вам хорошего дня.